Кто ты? Как звать тебя? Флинн? Ха-ха-ха! Он сказал, теперь твоя жизнь изменилась навсегда. Твои решения затронут других. Все, что ты сделаешь, создаст мир. Привет, ребята! С вами Павел Чар. Это передача «Пересказ», а игра у нас Shin Megami Tensei 4. Попросту, 4-й Мегатен. Поехали! Флинн во сне видит Уолтера в горящем городе и Джонатана в пустыне. Каждый предлагает вместе построить новый мир. А странного вида девочка просит ее возродить. Итак, Восточное королевство Микадо, конец 15 века. Возле одноименного озера Флинна будет друг и односельчанин с библейским именем Иссахар. Он торопит скорее в город, на обряд перчатки. Деревенских парней не очень-то здесь привечают, но в итоге путешественники добираются до главной площади, на которой полным-полно народа. Иссахар прощается с Флинном, ведь тот, кто пройдет обряд, не сможет вернуться даже в родной город, иначе, кроме как по службе. Он идет первым, затем настает и наш черед. Краем взгляда замечаем понурого друга, бредущего с площади Восвояси. Бог всемогущий, если этот юноша достоин дара стать самураем, пожалуйста, одари своим светом эту загадочную перчатку. Теперь, молодой человек, коснись ее. Письмена появились на перчатке. Она приняла этого человека как хозяина. Узрите рождение нового самурая. Монах просит сопроводить нас в покое. И просит не абы кого, а лидера ордена, мужественного человека Надю. Серьезно, его Хоуп зовут. Начальник советует выспаться, чтобы наутро выслушать указания и начать подготовку. Ах, ты еще спишь. Не против, что я так бесцеремонно? Ха, я не грабитель, как ты, наверное, подумал. Я истинный самурай. Ну, вчера стал, как и ты. Меня зовут Уолтер. Слушай, мы знакомы? А то мне сон один приснился. Ладно, увидимся у входа в Нараку. Здесь мы встречаем еще 3 новобранцев-горожан. Заносчивого Навара, воспитанного Джонатана и серьезную девушку Изабеллу. Имя Флинна кажется знакомым и Джонатану, который тоже видел сон, схожий с нашим. Однако появившаяся Надя прерывает все разговоры и сообщает, что наша главная задача – борьба с бесами, духами и другими сущностями. Все тут, под боком, прямо под статуей в подземелье Нараку. Получаем удовольствие и готовимся к обучению. Внутри с нами внезапно начинает разговаривать перчатка. Местный аналог Сири – электронный интеллект Barrows. Она умеет рисовать карты, записывать задачи и следить за их исполнением, а также осуществлять видеосвязь. В общем, надо победить демона, набрать духа в свою команду и найти кольцо. Навар обиделся, что в поисках победил не он, мы же с остальными ребятами вчетвером идем на смотровую башню. Ого! Бескрайний вид на королевство, я словно король. Ночью опять тот же сон с Уолтером и Джонатаном. Уолтер разбудил нас и передал приказ начальства всем новобранцам отправляться в таверну К. К – это псевдоним ее хозяина. Каждый новый владелец берет следующую букву алфавита, да так и зовется. Вообще, раньше К был главой ордена, но получил травму в бою и отошел от дел. Он придумал, как скрасить серые будни самураев. Каждый может оставить задание на доске и назначить награду за его выполнение. Товар тут же предлагает соревнование. Кто первый выполнит 3 задания, которые сейчас на доске, тому почет и уважение. Так и ясно станет, у кого превосходство. У горожан или у деревенских. Из интересного получаем доступ к приложению по смешиванию демонов, у которого собственный искусственный интеллект – Дед Мида. Конечно же, мы побеждаем, а Навар остается с носом. Прямо в подземелье. Поэтому самурай в таверне дает нам еще одно задание – спасти нашего незадачливого задаваку. Уолтер грозится сначала спасти, а потом задать Навару хорошую трепку. На Флинна нападает незнакомец и призывает демонов. На помощь прибегают Уолтер, Джонатан и Изабелла. После мужик спасается бегством, а мы встречаем самурая возле странной дыры, которая явно ведет в другое пространство. Ребята заходят внутрь и попадают в домен владения демонов.
Как замечает начитанный Джонатан, места, подобные этому, сродны силкам, которые потусторонние сущности расставляют на жертву. Обратного пути нет. Здесь мы дважды встречаем девочку, бегающую вокруг с колесом на палке. А потом и вовсе объявляется инвалид Стивен, который сообщает, что девочка не зря нами заинтересовалась. Ведь мы так хорошо используем демонов в битвах. Выход появится, как только мы победим владельца этого домена. У Навара, который, оказывается, хотел нас попугать, а в итоге попал в такую неприятность, пошатнулись нервы. Но это хорошо, больше его не увидим, не услышим его бахвальства. Утром с парнями идем в пекарню. Джонатан знает ее владельца, и они начинают говорить о книгах. Пекарь хвастается, что прочитал танцовщицу Агая Мори, да и вообще получил на празднике от Черного самурая книги, которые называются литература. Джонатан отмечает, что кроме сказок и исторических книг, ничего подобного не встречал, а при этом чтением он увлекается. Зато Уолтер интересуется только завтраком, о чем и напоминает. Решено идти на берег озера Микадо. Там встречаем нашего друга из Сахара. Теперь он собирается обратно в родную деревню, куда намерен вернуться до заката, хотя путь и не близкий. Ему не терпится принести подарки деревенским. Ночью Флина и Джонатана будет Уолтер и предлагает посмотреть, чем же там в одиночестве Изабелла на крыше занята. Оказывается, что она читает мангу про Жанну Дарк из неведомого королевства Франция. Но вдруг видим зарево пожара где-то в лесу, возле родной деревни Флина, куда утром отправился из Сахар. Ситуация чрезвычайная. Отряд самураев спешно готовится в путь, но согласно уставу, новобранцам положено находиться в казармах. Благо начальник, узнав, в чем дело, позволяет нам отправиться вместе с ним. На месте хаос и беспорядок. Старик из деревни говорит, что всюду демоны, и трясется от страха. Задача ясна – проверить каждый закоулок близлежащего леса, найти выживших и расправиться со злом. Крестьяне сообщают, что из Сахар принес из города книги, и молодежь решила устроить посиделки в лесу, а заодно посплетничать о горожанах. После чтения тела людей стали меняться. Через перчатку получаем приказ углубиться в лес. Внезапно Бэрроуз сообщает, что обнаружила сильного демона поблизости. Мы встречаем из Сахара. Книги Черного самурая открыли ему глаза. Да, Бэрроуз не ошиблась. Начальник приказывает всем найти и захватить Черного самурая, так как получено сведения, что он поблизости. Хорошо, мы находим его. Точнее, ее. Женщина предлагает нам знания. Сообщив, что нам придется спуститься в подземку рано или поздно, она вызывает фей и удаляется. Парни теряют сознание от чар, Изабелла всех выручает, затем приводит в чувство. Хоуп видел запись нашего боя через перчатку. Лишь лекари остаются помочь раненым. Ребята и самураи отправляются обратно в замок. Ночью Флину снова снится странный сон, в котором Уолтер зовет его в подземку, а Джонатан советует туда не ходить. Утром всеобщее построение. Монах Хьюго и монахиня Габи сообщают, что король позволил нарушить правила кодекса самураев и покинуть пределы замка, чтобы найти и поймать черного самурая, сеющего смуту среди народа. Подробности на доске в таверне К. Не все берутся за задание церкви, но четверка друзей решается. На древних вратах в глуби подземелья видим надпись, оставленную легендарным королем, основателем государства Акирой. «Дети Бога Всевышнего, не открывайте эту дверь». Так мы и послушались. Убиваем Минотавра-охранника, по словам которого никто не дерзнул 1500 лет нарушить его покой. Дальше становится веселее. По пути находим мистическую реликвию. По словам Бэрроуз, это пистолет, и стреляет он пулями. Заходим в странное помещение. Небесный терминал. Транспортировочное устройство, позволяющее мгновенно перемещаться между различными терминалами, снова подсказывает наша электронная помощница. Похоже, Хьюго заинтересован в нахождении подобных комнат. Какие тайны еще хранятся в стенах монастыря? О чем еще умалчивается? Спускаемся ниже. И, наконец, что это? Звезды под нами. Удивительно. Уолтер, однако, замечает странную стену вместо небосвода, так что под ними явно не звезды.
Изабелла считает, что это должно быть магия нечистых, про которую она читала. Разобравшись с тем, как запустить лифт, спускаемся ниже. Среди окаменевших людей находим Медузу, охраняющую вход. Расправившись с ней, добираемся до первого этажа, где встречаем двух необремененных умом мужиков. Изабелла ожидала увидеть легендарных магов, может быть, могущественных монстров. А нечистые оказались обычными туповатыми людьми. Людьми, убегающими прочь с криками «Ангелы пришли убить нас!». Так вот ты какая страна нечистых. Мрачна, да и не столь красива, как сверху. Серые квадратные башни повсюду, словно надгробия на кладбище. Вы в стране нечистых, Токио. Звучит из перчатки голос Хьюга.